Всем привет! Здравствуйте! Меня зовут Руслан, и я представляю канал «Московские гуппи». Друзья, прошло уже 2 недели с момента опубликования предыдущего ролика, в котором мы рассказывали о первых жителях в нашем аквариуме, креветках Амана и улитка Теодоксуса, а также поведали историю борьбы с сине-зелеными водорослями и нетчаткой. И сейчас, как мы вам и обещали, я расскажу, какие изменения произошли в нем за прошедшее время. Итак, что у нас с креветками и улитками? К сожалению, наша радость от того, что падеж креветок прекратился, была недолгой. После короткой паузы в несколько дней креветки снова стали умирать. И на сегодняшний день из 8 запущенных в аквариум креветок живых осталось только 2. В чем причина этого? У меня однозначного ответа нет. Да и не только у меня. Мы внимательно прочитали и просмотрели энное количество роликов, статей на тему содержания креветок Амана в домашних аквариумах и причины их гибели. А причин этого достаточно много. Это может быть и недостаток кислорода в воде, высокое содержание меди, нитратов, большая разница в параметрах воды в старом и новом аквариуме, недостаток кормовой базы и так далее. Если взять наш аквариум, то недостаток кислорода в нем исключен, так как даже невооруженным взглядом видно, как насыщена вода мелкодисперсионными пузырьками воздуха. Содержание меди и других тяжелых металлов я также исключаю, так как при водоподготовке мы используем кондиционер для воды API WaterStop, который, кроме всего прочего, связывает в том числе и тяжелые металлы. Тесты на содержание нитратов и фосфатов показывают минимальное допустимое содержание этих элементов в воде. Недостаток кормовой базы тоже исключен. Мы видели, что креветки довольно активно перемещались по аквариуму в поисках еды и всегда что-то донаходили. Плюс мы давали им еще и подкормку. Таким образом, мы пришли к выводу, что, скорее всего, креветки не прижились в нашем аквариуме из-за большой разницы в параметрах воды в старом и новом аквариуме. К сожалению, как я уже говорил в прошлом ролике, нам не удалось снять самые важные параметры по жесткости и кислотности воды, так получилось просто, в котором они жили в старом аквариуме. Но это будет нам урок, хотя мы и переводили их на свою воду капельным путем в течение 2 часов. Но, видимо, этого недостаточно. Сейчас у нас в аквариуме осталось всего 2 живые креветки Амана. И мы все же решили еще прикупить их штук 10. Но в этот раз я обязательно сделаю 2 теста воды на общую жесткость и кислотность. И если эти показатели будут в значительной степени отличаться от наших, то, наверное, лучше будет поискать более приемлемый вариант. Что касается улиток Теодоксусов, то все они прижились и, судя по всему, чувствуют себя неплохо. По крайней мере, мы уже видели, что они стали откладывать яйца, и теперь мы с нетерпением ждем пополнения. Надеюсь, оно будет. Но это все, что я хотел вам рассказать о наших жителях. Кстати, некоторые зрители нашего канала советуют нам, наконец, запустить в аквариум рыбок. Но мы считаем, что пока не сможем установить в аквариуме биобаланс, то торопиться с заселением аквариума рыбками не стоит. Кстати, многие путают понятие азотный цикл и биобаланс. Но на самом деле азотный цикл, то есть процесс разложения аммиака и его продуктов, это одна из немногих цепочек и составных частей биобаланса в аквариуме. То есть биобаланс – это совокупность факторов аквариумной жизни, при достижении которых аквариум начинает работать как часовой механизм. То есть, когда все аквариумные гидробионты, рыбы, растения, моллюски, ракообразные, бактерии, грибки и прочие, взаимодействуя друг с другом, создают определенную цепочку, если можно так назвать, замкнутый цикл, при котором аквариум становится целостным, здоровым и настроенным организмом. Но чтобы все это произошло, необходимо пройти определенные этапы в настройке любого аквариума. Это как строительство. Никто не начинает строить дом с возведения крыши. Всегда необходимо обустроить фундамент, потом возвести стены, перекрытие, и только в конце обустраивается крыша. И никак иначе. Поэтому мы обустраиваем и настраиваем наш домашний аквариум постепенно.
и пока на определенном этапе не будет достигнут устраиваемый нас результат, рыба в аквариуме не будет. А чего же мы хотим? Можно спросить, да, что мы хотим добиться? Вот на данном этапе мы хотим добиться установления биобаланса в аквариуме с тем, чтобы в нем не было водорослей. Вот постепенно мы добрались и до этой проблемы, с которой мы начали вам рассказывать в предыдущей, 7-й части цикла этих роликов. Как вы помните, мы радостно попрощались с бурыми водорослями и совсем с другими чувствами встретили сине-зеленые и нечатку. И вот с тех самых пор уже 3-ю неделю боремся с этой напастью. И в этой борьбе очень большую помощь нам оказываете вы, зритель нашего канала. Спасибо вам огромное за обратную связь, за очень дельные советы и рекомендации, как победить этих пришельцев. Но прежде чем я расскажу об успехах в этой борьбе, а они, я считаю, значительными, мне хочется рассказать о наших ошибках, которые мы, как думаем, и привели к появлению этих водорослей в нашем аквариуме. Может быть, кому-то это поможет избежать этих ошибок. Итак, как многие из вас помнят, до того, как мы провели глобальную стрижку растений, в аквариуме все было хорошо. Практически исчезли бурые водоросли, и растения активно росли. И вот до этого момента, до стрижки растений, в общем, все мы делали правильно. А затем вот что случилось. Первая ошибка. Сначала мы выкорчевали растение микротомеодис, чтобы посадить Монте-Карло, и при этом не учли, что у нас есть под кварцевым грунтом питательная подложка, которая частично попала в верхние слои грунта, и это один из факторов, который спровоцировал появление сине-зеленых водорослей. Но на этом мы не успокоились, и практически сразу мы провели первую глобальную стрижку растений, при этом продолжая добавлять в аквариум удобрения макро и микро. Ну и результат таких наших усилий был достигнут. Сине-зеленые водоросли и нечатка появились во всей своей красе. Так вот, чего нельзя было делать? Первое. Нельзя было удавлять растения, оставлять это место незаселенным какое-то время. Надо было с определенных небольших площадей выдергивать одни растения и тут же засаживать их другими. И делать это постепенно, а не сразу на всей большой площади посадки. Второе. Надо было проводить процесс стрижки растений растянутым по времени. То есть, например, в понедельник стричь одно растение, в среду второе и так далее. Третье. Настройка времени, интенсивности и спектра свечения источника света, но это все же индивидуальный процесс. Поэтому стоит, конечно, прислушиваться к советам и рекомендациям, но настраивать свет вам придется, исходя из своих особенностей. Вот эти 3 наших рекомендации, которые мы готовы вам дать, чтобы вы смогли избежать наших ошибок. Но сначала короткая информация, но она очень важная, о природе сине-зеленых водорослей. На самом деле сине-зеленые – это не водоросли, а так называемые цианобактерии. Это колония бактерий с фотовторным типом питания, то есть бактерии, использующие фотосинтез. Но именно по этой причине они длительное время относились к водорослям. В отличие от настоящих водорослей, которые редко представляют серьезную опасность для водных обитателей, цианобактерии в процессе жизнедеятельности выделяют в воду опасные токсины, а также обладают способностью связывать газообразный азот для построения своих белков, что впоследствии приведет к дополнительному накоплению нитрата в аквариуме. Они очень быстро размножаются, и если с ними не бороться, то в достаточно короткий срок они заполонят собой все пространство в аквариуме. Таким образом, для начала, учитывая бактериальную природу этих водорослей, мы применили в аквариуме таблетки эритромицина. Нам пришлось дважды вносить их в аквариум, прежде чем мы увидели эффект от их применения. Но дальнейшее применение этого препарата мы посчитали рискованным, так как такой способ борьбы не исключал причины появления этих обрастаний,
А постоянное внесение этих таблеток могло окончательно нарушить естественный, я подчеркиваю, естественный биобаланс в аквариуме. Ну и теперь давайте поговорим о том, какие методы борьбы с нитчатыми водорослями нам предложили зрители нашего канала. Если их обобщить, то мы получим 3 способа. Первый. Внесение перекиси водорода 25 мл на 100 литров воды вечером и утром с 10% подменой воды в течение 4 дней. Второй способ. С помощью химических препаратов, например, таких как Альгашок Аквайр, по инструкции. И третье. Механически, то есть удаление очагов поражения ручным способом. В результате мы решили выбрать третий, самый трудоемкий, но в то же время самый простой способ борьбы с этими водорослями. Юлия через день сливала 5% от объема воды и при помощи щеточки от туши, она такую использовала щеточку от туши для ресниц, она выглядит как ёршик, удаляла нитчатые водоросли. Тем более, что этот способ борьбы самым естественным образом сочетался с выбранным нами способом ухода за аквариумом. Если кто помнит, в предыдущем ролике мы озвучили 2 варианта ухода за нашим аквариумом, которые, кстати, тоже рекомендовали наши зрители. Мы выбрали первый из них, и сейчас я расскажу вам, что это значит. Мы снизили мощность светильника до 50%. То есть, если перевести в люмины, то сейчас на 56 литров в нашем аквариуме у нас приходится 1300 люмен светового потока. Это практически в 2 раза меньше, чем вот у рекомендованных норм для среднезасаженных растениями аквариумов. Также мы уменьшили продолжительность светового дня, и сейчас он составляет 7 часов. После выключения света мы продолжаем затенять наш аквариум. Подмены воды будем проводить 2 раза в неделю по 20% свежей воды с ручным способом удаления остатков нитчатки. И вы знаете, все эти наши мероприятия дали свой эффект. И это вам покажет Юлия в продолжении этого ролика. А я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Московские Гуппи. Уважаемые зрители нашего канала, давайте вместе посмотрим результаты моей борьбы с нитчаткой в течение 10 дней. Нитчатки, как вы видите, меньше на Монте-Карло, но я ее только что удалила. Через день она появится снова, но структура ее поменялась. Она стала блеклой на вид и хрупкой. Терпение и труд все перетрут. И я надеюсь, что в течение 2 недель полностью от нее избавлюсь. И, как вы видите, сам Монте-Карло уже понемножку стал расти. Появляются новые побеги и маленькие-маленькие зеленые листики. Нитчатки на других растениях почти нет. Есть отдельные ниточки, и я стараюсь их тоже убирать. Альтернатера Рейника Мини прижилась и уже дает новые листочки. У Стаурогонина репинса где-то, наверное, 8 или 9 дней назад я отрезала верхушки, и он стал давать боковые побеги, которые намного лучше выглядят. Вот так сильно снова разрослась корневая система у альтернатеры. Ротала круглолистная оранжус после первой стрижки замечательно себя чувствует.
На пустое место я решила пока на время посадить наяз. Он у меня сейчас находится на карантине в течение 2 недель. В воду я добавила вот это средство от улиток и гидр. Очень мне хочется занести ненужную живность в свой аквариум. Бакопа каролинская кустица. Все растения хорошо пошли в рост после ежедневного внесения калия 0,5 мл. А вот Людвигию зеленую водоросли тоже полюбили. И у Людвигии листочки очень нежные, поэтому я не могу с них убрать водоросли. Но с каждым днем им все хуже и хуже, и они потихоньку отмирают. Веточка роголистника хорошо подросла, и скоро я ее буду делить. Друзья, ну, как вы сами увидели, состояние растений в аквариуме улучшилось. Но чтобы получить тот результат, который я хочу добиться, нужно еще время. Спасибо за просмотр. Всего доброго, до свидания.